Жарким летним полуднем на Серенгетийских равнинах сухой ветер, будто незримый кузнец, неустанно шлифовал молчаливые обнаженные старые акации, заставляя их ветви скрипеть и лениво качаться. Но прежде чем мы начнем, напишите комментарий, из какого вы города нас смотрите. Под палящим солнцем земля дрожала, а воздух казался вязким и прозрачным, словно натянутый свинцовый занавес. Даже дальние холмы теряли контуры, растекаясь в дымке жары. Мать и детеныш лев тащились по желтой, подстерегавшей высушенной траве, шаг за шагом продираясь в поисках хоть какой-то прохлады и тени. От палящего светила львица, измученная и задумчивая, заметила узкую щель между гигантским гранитным валуном. Место, которое на первый взгляд казалось безопасным и укромным укрытием от безжалостного зноя. Она осторожно попыталась пролезть внутрь, рассчитывая на чуть более прохладный объем и защиту от прямых лучей. Но ее широкое мускулистое плечо неожиданно застряло в узком проеме, словно камень внезапно стал кошачьим рычагом. Рев, который последовал, был одновременно отчаянным и гордым. Звук разнесся эхом по долинам и холмам, смешиваясь со свистом ветра и шорохом песка, будто сама природа задержала дыхание в испуге и ожидании. Каждая тень и трава на равнине притихли от тревоги и беспокойства. Напуганный львенок метался вокруг скалы, совершая быстрые и неуклюжие круги, то и дело поскуливая и подпрыгивая от страха и бессилия. Его влажные большие глаза искали мать, полные ужаса и растерянности. Каждый его шаг по раскаленной земле оставлял мельчайший шлейф пыли, а дыхание становилось более частым, будто терялось где-то между жаром и волнующей неизвестностью. Жара была настолько нещадной, что, казалось, сама кожа на лапах прилипает к траве. Тени от ближайших деревьев были слишком далеки, чтобы приносить облегчение, и ребенок становился все слабее. Истощение подступало к нему постепенно, как тихая волна. В этот момент по грунтовой дороге среди клубов пыли загрохотал зеленый пикап рейнджерской станции, его гул разрезал воздух и возвращал к жизни надежду, что кто-то услышит зов. В кабине находились Самуэль Лову и Амина Куа, люди, закаленные многолетней работой в полях, спокойные, дисциплинированные и сознанием дела. Они только что завершили утренний обход, и их реакции были отточены до автоматизма. Услышав прерывистый тревожный рев, они тут же снизили скорость, обвели взглядом местность и, маневрируя между сухими колючими кустами, направились в ту сторону, откуда доносился звук, готовый к любому сценарию. То, что открылось перед ними, заставило обоих замереть на месте, как две статуи. Голова львицы была втиснута в узкую темную щель валуна, а все ее тело, от мощных плеч до напряженных лап, было покрыто пылью и мраком тревоги. Она дышала тяжело, каждый вдох был ознаменован напряжением, мышцы дрожали, и даже ее шерсть казалась испачканной от песка и пота. Львенок стоял у скалы, высоко подняв уши и широко раскрытыми глазами наблюдая за происходящим. Он выглядел истощенным, но в нем не было ни капли агрессии, лишь тихое болезненное поскуливание, полное боли и надежды. Самуэль мгновенно оценил обстановку. Он быстро оглядел территорию на предмет возможных угроз, проверил укрытия, возможные пути отхода и постарался найти в ветвях и траве признаки других хищников. Шепотом он проговорил с Аминой протокол безопасности. Их голоса были сжаты и равны, словно команда древних моряков, готовых к шторму. А затем достал бинокль и внимательно проверил расстояние до точки спасения. Амина не теряла ни секунды. Она открыла надежный кейс с инструментами, аккуратно вставила транквилизирующую стрелу в подсадник, протер иглу спиртом, глубоко вдохнула, чтобы заглушить дрожание в руках, и выдохнула рева, готовая действовать согласно отработанной схеме. Стрела полетела точно в цель. Спустя короткое время рев львицы ослаб и, словно выдохнув, стих. Эффект наркоза действовал.
и напряжение постепенно спадало. Львенок, вздохнув с облегчением, лег неподалеку, внимательно наблюдая за каждым движением людей, как будто понимал, что от их действий зависит дальнейшая судьба семьи. Рейнджеры медленно и осторожно приблизились к скале. Их шаги были тихие, а движения выверены. Они пытались диалогом и малым усилием сдвинуть тело, чтобы освободить зажатую лапу, но вскоре стало ясно. Простого тянущего движения будет недостаточно. Плечо застряло намертво, а краешек гранита врезался в ткань, сжимая шею и мешая любому резкому маневру. Самуэль находчиво пропустил веревку под мышками львицы, крепко держал и готовился к совместной попытке, а Амина, чувствуя, как напряжение в животе нарастает, держала его за бедра, помогая как точке опоры для дополнительного усилия. Но даже при их скоординированных попытках вес и положение не поддавались. Пара мускулистых рук не могла преодолеть природную жесткость гранита. Они направили фонарный луч в ту самую щель и ужаснулись. Острый край скалы впивался в плоть, режущая кожу и угрожая усиленным кровотечением при любом резком движении. Осознав опасность, Амина, холодно и расчетливо, предложила расширить проем, чтобы минимизировать риск для животного. Самуэль кивнул и, не теряя ни минуты, достал молоток, зубило и защитные очки, инструменты, которые в их руках должны были стать последней надеждой. Звуки молотка и зубила по граниту разносились по долине, как сухой суровый гром. От каждого удара летел серый порошок, заполняя лицо и горло мелкими частицами, мешая дышать, но работа должна была быть выполнена. Солнце продолжало жечь неумолимо, и капли пота стекали по лбу Самуэля, оставляя черные дорожки пыли и соли. Гранит был упрям и тверд. Каждый удар давался с трудом, а края щели обломались лишь на доли миллиметра. Час сменялся вторым и третьим, и только незначительное изменение говорило о том, что прогресс есть, но он слишком медленен для живого существа, зажатого в каменной пасти. Осознавая, что обычные инструменты могут не успеть, Самуэль принял решение. Он вернулся к пикапу, добрался до багажника и осторожно достал ручной резак. Инструмент, способный ускорить процесс, но требующий аккуратности и силы. Искры, вырывающиеся из линии разреза, падали, как мириады звезд на землю. Резак рычал и скрипел, глотая плоть камня, а воздух наполнился запахом нагретого металла, горелой стружки и каменной пыли. Амина все это время держала львенка под присмотром. Поливала его водой, чтобы охладить и не допустить перегрева. Каждый ее жест был осторожен и продуман. Наконец, при очередном точном пропеле большой кусок валуна отвалился с глухим тяжелым стуком, и образовался просвет, который, возможно, станет спасением. Самуэль осторожно протянул руку и увидел рану. Она кровоточила, но, о чудо, артерия не была затронута. Это означало шанс на спасение при надлежащей обработке и уходе. После нескольких дополнительных попыток и синхронных действий они договорились на общий рывок. На счет 3 оба изо всех сил потянули, совместив усилия и направляя их точно в тот момент, когда просвет был максимально расширен. Тело львицы со скрипом и громом выскользнуло наружу, и земля будто вздохнула вместе с ней. Они аккуратно уложили ее на бок, подперли голову свернутой тряпичной сумкой, чтобы поддержать череп и не допустить дальнейшего давления на шею. Амина, не теряя времени, быстро, но осторожно отряхнула пыль и капли засохшей крови, а Самуэль извлек аптечку. Их действия стали слаженной механикой спасения, промыли рану повидон йодом, чтобы продезинфицировать и предотвратить инфекцию, затем наложили эластичный бинт, тщательно следя, чтобы он был тугим настолько, чтобы удержать повязку, но не настолько, чтобы мешать дыханию и кровообращению. Они поставили рядом миску с прохладной водой и положили немного мяса, чтобы вознаградить и успокоить детеныша. Тот сперва был насторожен, но затем с жадностью стал пить, а позже осторожно дергал кусочки пищи, оставаясь при этом бдительно приклеенным взглядом к матери. Прошло 15 минут, и лед страха постепенно тронулся.
Львица начала приходить в себя. Ее ресницы дрогнули, дыхание стало глубоким и ровным, хвост медленно завелся в нерешительном движении, будто проверяя мир вокруг. Амина, присев у окна пикапа, приглушенным голосом начала говорить с ней. Негромко, но ровно, словно рассказывая знакомую мелодию, чтобы человеческий голос не испугал окончательно, и помог животному понять, что рядом не враги. Самуэль проверил повязку. Кровотечение остановилось, и он позволил себе едва заметный кивок удовлетворения, хотя по-прежнему держал дистанцию и оставался готовым к любым неожиданностям. Львенок, прижавшись щекой к матери, издал низкое теплое урчание. Это было его приветствием и благодарностью одновременно. Они вместе, и в этом совместном дыхании вновь воцарились надежда и осторожная радость. Прежде чем уехать, рейнджеры тщательно задокументировали место, сняли GPS-координаты, установили временную метку и сделали серию снимков для отчета и будущего мониторинга, поставив при этом 1-2 фотоловушки, чтобы следить за состоянием прайда в дальнейшем. Но это было лишь начало долгого пути. По возвращении на станцию началась стандартная, но кропотливая работа. Оформились отчеты, инструменты и оборудование тщательно промыли и продезинфицировали, резак и молотки прошли проверку, а материалы для отчета были собраны и подготовлены к передаче в региональные службы. Самуэль и Амина понимали хорошо. Одна спасенная пара не решает всех системных проблем. Засуха, нехватка воды, браконьерство и неосмотрительность туристов остаются факторами, которые ежеминутно угрожают целым прайдом. Они сразу же принялись за составление плана наблюдения, связались с пастухами и местными жителями, договорились о том, чтобы люди не подходили к валуну, снабдили ближайшие общины дополнительным запасом воды, а также провели краткие инструктажи по безопасному поведению при встрече с хищниками, объяснив простые правила, которые могут спасти человеческие и животные жизни. «Малые уроки», — пояснили рейнджеры, — «как не подходить к раненым животным, почему не следует подкармливать диких зверей, где безопасно оставить скот», все эти нюансы были важны как никогда. Каждую неделю они проверяли фотоловушки, ожидая вестей. С каждой записью приходило облегчение. Львица появлялась все увереннее, ее походка постепенно восстанавливалась, а рана покрывалась новой шерстью и шрамовой тканью, заметно уменьшаясь в меру заживления. Детеныш рос. Сначала он выглядел неуклюжим, косил лапками и бегал, как мячик по траве. Затем начал более ловко прыгать и изучать повадки окружающего мира. Красться, внезапно подскакивать, учиться слушать ветер и принимать сигналы расстояния и направления. Наблюдать за этим было похоже на чтение медленной, но увлекательной книги, где каждая новая страница раскрывает очередной урок выживания. Но на фоне этого успеха все время маячила тревога. Засуха не отступала, водоемы мели, и в окрестностях стали появляться подозрительные следы шин и брошенные капканы, явные знаки тех, кто в поисках легкой наживы готов рисковать жизнью диких животных. Однажды ночью команда заметила огни неподалеку и застала группу мужчин, пытавшихся поставить сеть у старого колодца. Разговор оказался жестким и коротким. Изъяли инструменты, сняли отпечатки, оформили протоколы и вызвали полицию. Этот случай стал отправной точкой для новой информационной кампании и работы с местными общинами. Постепенно взаимодействие с местными жителями стало не просто формальной обязанностью, но и живой частью их работы. Волонтеры помогали устанавливать таблички «Осторожно, хищники». Школьники приходили на станцию, слушали лекции и приносили простые полезности. Емкости с водой, аккуратно сделанные кормушки для птиц и таблички. Люди, которые раньше воспринимали зверей лишь как угрозу или конкурентов, начали видеть в них соседей, обладающих своим правом на жизнь и пространство. Это взаимное уважение, постепенно зарождавшееся, стало важнейшим фактором в снижении числа конфликтов. Когда люди вовлекаются и понимают, что защита природы выгодна и для их самих, меньше потерь пастбища, меньше риска нападений на скот,
сотрудничество становится устойчивым и плодотворным. Со временем прайд начал восстанавливаться. Месяц за месяцем животные становились крепче, а львица, чья шея сохранила лишь тонкий рубец, наружным взором выглядела снова сильной и уверенной. Однажды ранним утром, подъехав к водоему, Самуэль и Амина увидели целый прайд. Львица, ее подросший детеныш и пара молодых самцов, и наблюдали, как они спокойно отдыхают, подставляя бок под утреннее солнце и коротко вздрагивая при каждом шуме в траве. Взгляд взрослеющей самки встретился с их взглядом через безопасную дистанцию, и в нем уже не было прежней настороженности после зажатия в камне. Напротив, в нем читалось доверие и понимание. Люди помогли, и это было замечено. Самуэль сделал несколько снимков, но дал точное указание: не приближаться и не нарушать их пространство, ведь важнее было сохранить естественный ход событий и не травмировать восстановленный баланс. История у валуна не завершилась громким триумфом, но и не превратилась в трагедию. Вместо этого она стала тихой, но мощной цепочкой заботы, действий и уроков. Маленькие операции и решения, принятые вовремя, оказали влияние, которое росло и укреплялось год за годом. Львица и ее детеныш снова обрели дом и привычные маршруты. Люди стали их хранителями, и это новое взаимопонимание превратило угрозу в долгосрочную заботу. Возвращаясь на патрули и наблюдая за теплыми тенями акаций, Самуэль и Амина знали одно — уравновешивать мир — их призвание. И когда пикап, который так часто служил им телом и домом, постепенно отъезжал от валуна, оставляя за собой легкий шлейф пыли, равнина, казалось, вздыхала. Но теперь этот вздох был не от тревоги, а от облегчения. В нем звучало обещание беречь, защищать и вновь встречаться в большой, мягкой и хрупкой Серенгети. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий, что вы думаете об этой истории. Спасибо, что смотрите.